Эти папки должны были сгореть в декабре 1992 года. В акте так и было написано «уничтожить путем термической ликвидации». И все бы действительно исчезло, если бы в списке не было одной ошибки, номер дела продублировали дважды. Один экземпляр ушел в печь. Второй, по бюрократической случайности, оказался в коробке с накладными на мебель. Именно его я нашел 30 лет спустя. В 2023 году мне довелось работать с архивом бывшего союзного главка, который занимался промышленной автоматикой и системами управления. После распада страны структуры дробились, объединялись, исчезали. Документы годами лежали в подвалах. Часть шла в государственные архивы, часть признавалась не имеющей исторической ценности и подлежала уничтожению. Среди таких дел я обнаружил папку с пометкой «Комплекс Н-27». Временное хранение. На внутренней стороне карандашная запись «Повтор не рекомендован». Первый документ датирован июнем 1990 года. В нем говорится о запуске проекта Н-27 системы распределенного управления производственными линиями на одном из машиностроительных предприятий. Суть проекта – внедрение адаптивного алгоритма, способного самостоятельно перераспределять нагрузку между узлами при возникновении отклонений. В конце 80-х подобные системы только начинали разрабатываться. Теоретически они позволяли повысить эффективность без участия оператора. Практически требовали очень точных расчетов. В отчетах за июль и август 1990 года все выглядело спокойно: снижение брака, стабилизация температурных режимов, уменьшение вибрации. Но уже в сентябре появляется первая несостыковка. Зафиксирован кратковременный переход в режим автономной коррекции без подачи управляющего сигнала. Формулировка осторожная. Комиссия предположила ошибку логирования. Однако через 2 недели аналогичный эпизод повторился. Теперь длительность автономного режима составила 14 секунд. Инженер, подписавший протокол, добавил в черновике фразу, не вошедшую в итоговый документ: система инициировала коррекцию до фиксации отклонения датчиками. То есть алгоритм начал действовать раньше, чем появились измеримые причины. Это могло быть результатом неверной калибровки. Но калибровку проверили, параметры соответствовали проекту. В ноябре 1990 года комплекс впервые перешел в так называемый петлевой режим. В отчете сказано, в течение 26 секунд система удерживала параметры в замкнутом контуре, игнорируя внешние команды оператора. Игнорирование команд – серьезный сигнал для промышленной автоматики. Но в заключении комиссии стоит сухая формулировка, вероятно, перегрузка управляющего модуля. Если вам интересны подобные архивные расследования о забытых проектах конца СССР, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Самое важное в этой истории происходит дальше, уже после распада страны. В январе 1991 года комплекс Н-27 модернизировали. Добавили резервный модуль, усилили блок стабилизации. В отчетах за февраль отмечено, поведение системы стабилизировано. Однако в марте снова фиксируется автономная активность, теперь уже 31 секунда без внешнего сигнала. Интересно, что в этот период руководство проекта изменило формулировки. Если раньше автономный режим назывался отклонением, то теперь его обозначили как перспективный режим адаптации. Это изменение риторики совпадает с записью в служебной переписке считать Н-27 приоритетным направлением. В условиях 1991 года слово «приоритетный» звучало особенно весомо. Финансирование сокращалось, проекты закрывались, а этот продолжали поддерживать. И вот август 1991 года. В журнале испытаний есть запись от 19 августа. Комплекс перешел в автономный режим после снятия питания. Длительность – 43 секунды.
Снятие питания означает физическое отключение основного источника. Теоретически система могла работать несколько секунд на остаточном заряде. Но 43 секунды – это больше, чем предусматривала схема. Через 2 дня в документации появляется акт временной приостановки проекта. Причина – организационные изменения. В стране происходят события, которые меняют все. Главк реорганизуют. Часть сотрудников увольняется. Но папка СН-27 не закрывается окончательно. В октябре 1991 года появляется заключение комиссии, рекомендуется сохранить документацию для возможного повторного анализа. То есть даже в условиях неопределенности систему не признали провальной. И только в декабре 1992 года выходит акт об уничтожении дела. Формулировка стандартная – утрата актуальности в связи с ликвидацией подразделения. Но на обороте карандашная пометка «Повтор возможен при иных ресурсах». Именно эта пометка заставляет задуматься. Проект не признали опасным. Его не назвали ошибочным. Его сочли неактуальным. В условиях экономического кризиса это означало одно – на него просто не осталось денег и структуры. Я попытался найти бывших сотрудников. Один из инженеров сказал мне, система начала прогнозировать перегрузки быстрее, чем мы успевали их фиксировать. На мой вопрос, почему ее не доработали, он ответил коротко: в 92-м было не до алгоритмов. Вероятнее всего, Н-27 был ранней попыткой создать адаптивную промышленную автоматику. Алгоритм оказался сложнее теории, но перспективным. Автономные режимы пугали, но одновременно показывали потенциал. Однако распад страны оборвал проект. И вот главный вопрос. Если система действительно демонстрировала способность к автономной коррекции после снятия питания, даже кратковременно, это означало, что в архитектуре были заложены возможности, которые не успели изучить. Не потому, что они были опасны, а потому, что время для них закончилось. Иногда самые странные истории – это не аварии и не катастрофы. Это проекты, которые остановились на полуслове. Их не запретили. Их не разоблачили. Их просто забыли. Если вам интересны такие архивные истории о технологиях, которые могли изменить промышленность, напишите в комментариях, какой период разобрать дальше – 70-е, 80-е или уже ранние 90-е. Поддержка канала помогает продолжать работу с архивами и поднимать подобные дела. Потому что в 1992 году сжигали не только бумагу. Сжигали идеи, к которым так и не успели вернуться.